О союзнике с твоим личиком мечтает каждый. Именно поэтому ты должен будешь втереться в банду Санчеза. О? Эй, Ло, зацени, что я себе сделал. Что? Та-дам! Ну чё, как тебе? Я сейчас в жестком шоке. Так, окей, брешь и сигналы. Сигналы и брешь. Это главные термины, которые стоило запомнить из предыдущей серии. GDH лично передал нам, что в моменты соприкосновения реальностей, что бы это ни значило, появляется брешь, позволяющая передавать информацию, а иногда даже и предметы, но не живых существ. А если говорить еще проще, нам нужна лаборатория GDH. Всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в последнюю реальность, сезон, в котором мы готовы стать учеными. Да ладно, кого я обманываю? Ученый из меня действительно так себе, но вот другая версия меня, GDH, очень даже гений. Встреча, разговор, терминология. В предыдущей серии было много информации, но самое главное — это брешь. Брешь, которую тяжело найти, легко потерять и которой очень хочется воспользоваться. Если верить GDH, соприкосновение реальности и появление бреши происходит часто. Беда только в том, что если ты не мегамозг, высчитать такие события невозможно. Благо, другая версия меня такое умеет. А теперь самое главное. GDH также передал мне, что в его лаборатории есть устройство, уже давно настроенное на мою родную реальность. При помощи этой непонятной штуковины, я так и не понял, что это, мы сможем обмениваться потоком информации. Возможно, даже, не знаю, чатиться. На самом деле, про подобные сигналы нам говорили еще в финале 13 огней. Но сейчас, наконец-то, картинка немного складывается. Хотя, признаюсь честно, все еще очень сложно. Так, короче, не менее важная тема, но все-таки попроще. Дамы и господа, холода, зима, снег. У нас постепенно леденеет погода, и да, мы понимаем то, что нужно готовиться. За всю предыдущую серию жестко нападало. Сейчас, конечно, многое растаяло, но мы опять же понимаем то, что будет становиться жестче. Для меня это знак. Все деньги надо откладывать на зимнюю одежду. Я не знаю, сколько надо, но, допустим, 5000, 6. Сейчас у меня пока 2000, более-менее нормально. И если я куплю себе хотя бы шапку, я думаю, это уже будет какая-то победа. О, кстати, а ведь когда-то давным-давно я купил себе шапку-ушанку. Я ее оставил на острове, да? Ай-яй-яй. Ну ладно, Ричард, доброе утро. Блин, как, черт побери, люди это делают, а? Когда жили на острове, я вставал в 9. А если оставался ночевать в универе, то вставал еще позже. А теперь погляди, 7 утра. О, и это мне хватит только на то, чтобы помыться и, я не знаю, завтрак перехватить. А потом идти и развозить эти долбаные пиццы. Хорошо, хоть я один работаю. Не приходится общаться с людьми. Да. Я, знаешь, начинаю понимать, почему тебе так нравилось общаться с автоматонами. И, кстати, да, ты прости, что гнобил тебя за это. Я, правда, только сейчас начинаю понимать, сколько всего я не понимал. Вот. Но это не означает, что я считаю, что мои родители были правы, понятно? Надо о них, наверное, все-таки не думать. Так, ладно, Ло, я занят, на работу пора. Окей. Так, Дилан печатает. Что такое? Эй, Ло, зацени, что я себе сделал. Ой. Что? Та-дам! Ну чё, как тебе? Нравится? Я сейчас в жестком шоке. Подожди, что? Ты создал вселенную острова? Да ну. О, батюшки, Дилан. Ну да, я понял, он в программе. Вау. Ага, и мне даже не нужно стекла бить для этого. Ты был, кстати, прав. Через окно реально быстрее. Круто быть компьютерным гением, когда ты сам часть компьютера. Слушай, я бы, конечно, гораздо больше предпочел иметь тело, но... ладно. Слушай, я тебя особо не дергал все это время. Старался быть понимающим интернет-другом и все такое. Но ты что-то делать-то собираешься? Ло, у тебя какой-нибудь план есть? А, кстати, давай я тебе кое-что покажу. Ща увидишь. Что?
Подожди, что? Это тоже симуляция? Не, какая симуляция? Это оперативная съемка одного из уборщиков. Через несколько часов после нашего побега. Те немногие автоматоны, что выжили после выходки Джены, осознав себя, разозлились на своих создателей. Помнишь, ты видел некоторые сцены, что с нами делали в подвале при тестировании, а? Да, помню. У Престона башку открывали. Ой, да какой там башку? Уборщики буквально стреляли в нас, Ло. Заставляли выполнять разные трюки, меняли наши настройки. Били, закидывали камнями, раздевали, ставили нас в холодильники и в печи. Это все для того, чтобы гарантировать, что автоматоны будут безопасны для людей. Ага, как же. Им это просто нравилось. Халатникам и уборщикам. Мы ведь выглядим совсем как люди, но невозможно же отличить. Они могли делать с нами все, что захотят. Им и в голову не приходило, что GDH создал нечто куда более совершенное, чем они сами. Им никогда не приходило в голову, что мы можем обрести сознание и тем более самоощущение. Ты видел, что делал с нами Ричард Ло. Ты видел. Он это делал, потому что он знал, что делает с нами в подвале. Ты, кстати, задумывался когда-нибудь, кто вообще может захотеть пойти на такую работу, а? Стать уборщиком в полностью симулированном мире. Подыгрывать мироходцам, зная, что все вокруг них нереально. И что они в этом мире могут позволить себе все. Садисты. Вот они и поплатились за свое поведение. Кстати, да, действительно. Только садисты устроятся на такую работу. Что ж... Да. Сильно. Ой, там... Боже, подожди, автоматон ест... Я не понял. Он ел уборщика? А все, Ло, запись на этом обрывается. Вероятно, кто-то из автоматонов выбрался на крышу, и снимавшему уборщику тоже досталось. Самоосознание сделало недействительным третий закон робототехники. Это что же получается? Теперь я могу тебя, Ло, больно ущипнуть. Ай, блин. Ну ладно, пока что, конечно, не могу. У меня нет тела для этого. Именно поэтому я думаю, что нам пора поговорить. Ло, тот кошмар, который творился в Хэнфорте, удалось подавить, да. Они отключили сигнал, все автоматоны вырубились. Ой. Есть съемка, как это выглядело. Но, знаешь, я не думаю, что тебе стоит это видеть. Или ты все-таки хочешь на это посмотреть? Подожди, на что конкретно? Та-та-та, кошмар, который творился в Хэнфорте, удалось подавить. Они отключили сигнал, все автоматоны вырубились. Ну, вообще да, если можно. Я же могу. Ну, конечно. Так я и думал. О. Так, там что-то ужасное будет. О. Обалдеть! Как ты это симулируешь? Выжившие уборщики и халатники стаскивают всех автоматонов в подвал. Но они занимаются этим конкретно сейчас. А это запись, сделанная в момент отключения сигнала. Смотри, что сейчас случится. О! Что? О! О, батюшки! Что это? Что, еще не понял, да? Они именно по этой причине до последнего не хотели останавливать сигнал. Это вспышка, Ло. С помощью этого же сигнала глушилась мироходческая вспышка. Это все телепортации мироходцев? То есть они сбежали из этого мира? Ага, все мироходцы просто взяли и свалили, как только предоставилась возможность. Как и Шерон. Понятно тогда, почему GDH и остальные так хотели запереть вас в одном месте. Если вы так легко сдаетесь и сваливаете, не уверен, что мироходцам вообще известна хоть какая-то концепция ответственности. Но, Ло, я знаю, что ты не такой. Может быть, из-за проблем с памятью, а может быть, из-за неумения контролировать вспышку. А может быть, просто у тебя моральный уровень повыше, чем у остальных. Но как бы то ни было, объясни мне, Ло, что ты собираешься делать дальше? Остров разрушен. Люди везде протестуют против автоматонов. А ты вообще из другой реальности. Станешь ли ты разбираться с проблемами этой реальности? Или убежишь в свою? Вау.
Слушайте, на самом деле это очень крутая подводка по одной простой причине. Я сказал о том, что нужно найти какое-то устройство, которое лежит в лаборатории GDH. То есть мне сейчас буквально дают осознанный выбор. Либо я бегу к этому устройству, либо я получаю ответы на все вопросы, типа, вообще, кто такой GDH? Мы до сих пор не знаем, кто это такой, какие у него мотивы, зачем он сбежал, и если он мог спокойно предотвратить свое попадание на остров, то зачем ему моя реальность? Зачем ему это устройство, которое он перенастроил на мою реальность? Дилан, я не тот, за кого ты меня пытаешься выдать. Я не герой. Даже если бы я что-то хотел решить, у меня нет здесь никакого веса или авторитета, чтобы что-то сделать. Та-та-та, нет, наверное. Я должен вернуться назад, Дилан, должен. Без этого я даже не знаю, кто я. А там есть люди, которые меня ждут. Но это не означает, что мне плевать на эту реальность, Дилан. Я хочу помочь тебе. Вот это, кстати, уже хорошо, да. Как бы я не хотел вернуть свои воспоминания, я до сих пор ничего не помню. Думаю, будет лучше перестать пытаться вернуться и начать все с чистого листа. Я останусь здесь. Это, знаете, это все звучит как финал какой-то, как будто я снимаю финальную серию. What the fuck? Давайте вот выберем нейтральное, как я и сказал. То есть я и за то, чтобы порешать проблемы здесь, но и про свою память я не забываю. Мне нужно ее восстановить. Я должен буду вернуться назад, Дилан. А, понятно. То есть ты хочешь помочь, а потом уйти? Хм. Какой же ты идеалист и выпендрежник, Ло. Считай это комплиментом. Такого мироходца, как ты, действительно еще поискать надо. Уверен, твой брат-близнец ни за что бы не упустил шанс понаслаждаться званием спасителя и героя. Так, ладно, тогда смотри, я сейчас опишу тебе, как я себе представляю, что нужно сделать. Нужно сделать так, чтобы люди нас, автоматонов, не боялись. Чтобы мы могли жить с ними наравне. Если в чем-то Джоди и остальные правы, так это в том, что мы гораздо эффективнее, чем люди. А значит, если относиться к нам как к людям, мы сможем быть в разы их полезнее. Но это должен быть диалог, Ло, не монолог. Как объяснить этим кожаным мешкам, что когда код становится достаточно продвинутым, машинное обучение позволяет нам самостоятельно строить логические связи и понимать, как работают те или иные процессы? Как это объяснить? В общем, мы действительно обладаем сознанием на том же уровне, что и люди. Надеюсь, ты это понимаешь. Но вот это вот надо будет объяснить всем людям в мире, перед этим разрушив их страх. А еще надо каким-то образом убедить осознанных автоматонов, что не нужно пытаться убивать людей. Всего-то, да? Параллельно, конечно, мы займемся и твоими делами, Ло. Попытаемся найти лабораторию GDH, а также, решим твои вопросы с Джоди. Что такое? Ты же не думаешь, что она оставит тебя в покое? Пока что никто не знает, что ты здесь, Ло. Даже твое появление в полицейском участке не вызовет особой реакции. Таких шизиков, которые пытаются выдавать тебя за другого человека, пруд-пруди. Гораздо хуже дела обстоят с Марло. Он-то умный мужик. И такого козыря, как парня, который выглядит один в один как главная местная знаменитость, он дешево точно не отдаст. Но и Джоди Арист готова заплатить много. Очень много. Тебе бы с этим мафиозником-то подружиться. Прям, по-настоящему. Блин. Вот у меня вроде нет материального тела, нечему уставать. Но как же я задолбался болтать. Слишком много социальных взаимодействий. Все, давай. Рад, что поболтали. Хорошего дня тебе, Ло. Живи свою лучшую жизнь. Покеда. Вау, как это было круто. О, Ричард уже ушел. Задание «Помочь и свалить» обновлено. Че, прям реально так? Так, вот она, автор Дилан. Дилан впервые с момента, как мы сбежали с острова, серьезно поговорил со мной. Он рассказал мне, какого будущего хочет для автоматонов. И его план мне понравился. Однако как сделать так, чтобы этот план понравился и остальным людям? Это большая загадка. Я не могу бросить автоматонов просто так. Поэтому вернусь в свою реальность только тогда, когда разберусь с этим вопросом. О, да, в целом да, я примерно такого и хотел. Фух, то есть я правильный выбор сделал. Это хорошо. Вот это я рад. Ой, как потеплело. Чуть-чуть снега осталось, прям мало. Но это не означает, что не холодно. Это означает, что нам просто дали небольшую передышку. Так, вот люди в шарфах, все еще в шапке-ушанке. Так, и давайте думать. Прямо сейчас мне, получается, нужно с мафиози подружиться, а мне бы еще помыться. Я все еще думаю об этом. Здравствуйте. Добрый день, мистер... Лололошка. На ваше имя зарегистрированы правонарушения. Сейчас... Порча городского имущества.
Вы должны будете оплатить штрафы за мелкие правонарушения. Должен вас предупредить, что более серьезные нарушения могут наказываться лишением свободы. Я слежу за вами, мистер Лололошка. Штраф можете оплатить через JDB. Хорошего дня. Чего? Почему каждый раз мне летят эти штрафы? Я ничего не делаю! Ну, то есть то, что я ломаю там немного блоков, это же не страшно. Погоди. Сколько у меня этих штрафов? Обалдеть. Ну, это трэш. У меня сейчас штрафов на ту сумму, которая у меня в банке. То есть я почти ничего и не заработал, получается. Ладно, я напомню то, что у нас в любом случае есть вот это, заказики. Так, пока что курьером я не буду работать. Я помню то, что нужно раз в день работать по 2 заказа, но не сейчас, нет. Хочу-ка съездить к мафии. Ну-ка, здрасте. Допустим, улица Парковая. Давно меня не было в уличных гонках. Ага, да, молодцы. Так, улица Парковая. Пожалуйста, скажите, что это близко. А, это парк аттракционов. Ё-моё. Понял. Так, добро пожаловать в торговый центр. И называется это TC JDH. Ну да, эта остановка более-менее понятна. То есть ее легко не спутать, потому что это буквально TC и буквально JDH. Вот, здесь, по идее, мафия. Это улица Соляная улица. Все, на всякий случай я запомнил. Далее мы проходим чуть-чуть дальше и та-дам! Здравствуйте! Ой, все, я более-менее понял маршруты. Так, приветствую. Приветствую. А я могу спокойно проходить туда, да? Меня никто не остановит? А, да, мне же пропуск выписали, точно. Приветствую. Марло Брандо. Играет. Господа, я же говорю, я понимаю, что это ваш район, и вы его крышуете. Я ни разу не сказал, что я этого не понимаю. Но ваш район состоит из чего? Из 3 улиц, что ли? 2,5. Ну так, и я о том же. И он примыкает напрямую к моему району. А еще к району Санчеза, которому очень сильно последнее время стало тесно в его кварталах. Эй, Марло, хватит уже. У нас мало людей, нам надо возвращаться на улицы. Да, говори уже напрямую, чего ты хочешь? Ну, для начала, Street Flash. Что? Опять. И все же, чего я хочу? Я хочу, чтобы у нас в городе оставалась здоровая конкуренция, друзья мои. Мне не нравится, когда большие мафиозные группы поглощают маленькие. Поэтому я предлагаю вам свой патронаж. Так сказать, гарантию, что Санчес вас не сожрет. Так, и что ты хочешь взамен? А кто сказал, что я чего-то хочу взамен? Солидарность, взаимовыручка и поддержка. А также отсутствие прямого соседства с Санчезом. Ай-яй-яй. Не люблю, когда меня перебивают. Я же могу договорить. Да, простите. Ну вот, отлично. Так, о чем это я? Ах да, солидарность, взаимовыручка и поддержка. Это именно то, что я считаю важным. У нас нет поддержки со стороны власти. Наших людей не защитит полиция. Это следствие нашей деятельности, это понятно. Но даже у нас должны быть друзья. Я предлагаю вам дружбу. И поверьте, это очень щедрое предложение. Да ты хоть знаешь, как нам, такой маленькой группировке, удалось столько времени сохранять независимость? Я не... Эй, здесь заткнись. Марло, прости его. В недавней перестрелке ему порох попал в глаз. Вот он и не видит, насколько выгодное предложение ты нам сейчас предлагал. Я просто... О, ну вот и отлично. Надеюсь, ты раскроешь глаза своему брату, и завтра я вас жду с ответом. Не стоит такие решения принимать сгоряча. Не стоит. Да, действительно не стоит. Это был продуктивный разговор, да. Надеюсь, будущие друзья. Да, точно. Жду вас с ответом завтра. Идите. Эй, ты дурак, что ли? Зачем ты ему начал это говорить? А что если он тебя... Тихо, ты, давай сначала Да поедим. уж, вот дураки, да? Без моей помощи Санчес сожрет их с потрохами. Отвратительный тип этот Санчес. С радостью продает малолеткам то, что им нельзя продавать. Даже нанимает их в свои банды. Эти юнцы не знают правил, не знают этикета. Стоит ли говорить, что текучка в его бандах такая, что имена нет смысла запоминать?
Санчес поставляет контрафактное пойло в половину баров Хэнфорта. Я бы ни в коем случае тебе не советовал его пить. В общем, никакой чести у этого Санчеза, никакого уважения к нашим правилам. Проблема в том, что некоторый его подход мне все же очень даже нравится. Малолетки счастливы, что кто-то согласился им продавать. Чувствуют себя важными, ведь их же начали брать в банды. Санчес растет, набирает силу, начинает расширение на другие районы. А ведь у нас договор между главами. Хорошо, что у меня теперь есть ты, ложка. А союзники с твоим личиком мечтает каждый. Именно поэтому ты должен будешь втереться в банду Санчеза. Пойдем, поговорим у меня. Ладно, пойдем. Слушай, не знаю, надо ли тебе объяснять, что болтать о таких делах не стоит. Вообще никому. Особенно твоему дружку Ричарду. Не для твоей безопасности, конечно. Для его. Ты же, я так понимаю, совсем не знаком с тем, как у нас тут все устроено, да? Ой, давай, садись. Разговор будет очень долгий, но важный. Ладно. Знаешь, таки можно сказать, что ты в городе у нас новичок. Я знаю, что ты торчал на острове, но там жизнь совсем другая. Ты, вероятно, мироходец? Джедеич мне как-то про подобных рассказывал. Я один из немногих, кто знает, для чего на самом деле существовал остров. В настоящем Хэнфорте жизнь делится на две части – внешнюю и подпольную. Большинство людей ничего не знает про подпольную часть. Разве что так, догадывается. Мафиозных группировок в городе бесконечное множество, но основных – 4. Под моим контролем далеко не самая большая часть города. Я уже говорил тебе об этом. Но достаточно большая, чтобы мы могли быть одной из основных. На 3-м месте по размеру идет как раз Санчес. Он контролирует большую, но, скажем так, бесполезную территорию. Бедные районы, промзону. На 2-м месте банда Розенталя. Во внешней части они держат сеть отелей. А в подпольной не менее широкую сеть казино. Ну и на 1-м месте группировка Евсея. Ты с ним знаком. Точнее, не ты, а GDH. Евсей много занимается инвестициями в науку и разработку, особенно военную. Стоит ли говорить, что GDH тесно сотрудничал с этим парнем? Евсей как-то крупно тебе обязан. Ну, насколько я знаю, во всяком случае. Но суть ваших делишек мне неизвестна. Да уж. Столько знаний человечества, столько мыслей, столько информации. О, прежде чем я выдам тебе твое первое задание по внедрению к Санчезу, расскажи мне, что произошло на острове. Ричард сказал мне, что вы сбежали. Каким образом? А, ты не знаешь? А, я думал, Ричард вообще все рассказал. В общем, когда я узнал, что мы в симуляции, начал искать способы сбежать. Мы спалились, я разговаривал с Джоди, она мне сказала, чтобы я больше не пытался сбежать, и я, естественно, только больше стал пытаться. И потом мы убедили автоматона Джену, что она автоматон. А она уже рассказала всем, а автоматоны взбесились, и вот мы тут. Он вообще ничего не поймет, нет. Ну там что-то началось, я не понял, мы воспользовались шумихой. Автоматоны обрели самосознание и взбесились. Во, давай вот это. Так вот, почему вся информация о произошедшем на острове так сильно охраняется. И вот почему Евсей так активно пытается все скрывать. Видишь ли, Евсей купил целую партию автоматонов для работы в его заведениях. Он держит рестораны в богатом районе и в центре. Это ценная, ложка, очень ценная информация. Спасибо тебе. Передай своему дружку, чтобы он в своем блоге этим не делился. Это важно. Ты слишком открытый и добрый, чтобы попасть в банду Санчеза. Нужно будет поработать над твоим образом. Завтра пойдешь по магазинам с Бобби. Он тут у нас главный стилист. Бобби придет к тебе домой около часа дня. Договорились?
Да, мне новую одежду купят. Ради новой одежды я согласен на все что угодно. Я готов убивать и кромсать, да. Вот отлично. Должен признаться, с тобой иметь дело намного приятнее, чем с GDH. Что ж, добро пожаловать в банду, Лололошка. Благодарю. А теперь попрошу меня извинить, у меня много работы. До завтра. Давайте, до завтра. Ого, тут целый выключатель и розетка. Прикольно. То есть я имел в виду... Вау, мы столько информации о городе получили буквально за раз. И самое главное, не только о городе, но еще и о острове. Окей, какие-то автоматоны на острове еще остались в живых. То есть те, кто все-таки перебороли вот это самоосознание, не сгорели, они прямо сейчас там. Но они в выключенном состоянии. Напомню, силовое поле отключили, и все мироходцы, по сути, сбежали. Даже Шерон сбежал. Нет, слушай, ну этот Розенталь реально жмот, я тебе говорю. Я узнал, сколько у него парни получают. Мы их легко всех на свою сторону переманим. Та-та-та. Тут не только деньгами все решается. Розенталь другим подкупает. Я слышал, он детей в университеты пристраивает. Лечение родителям оплачивает. А вообще главное, чтобы не на Санче заработать. И то верно. Теперь я понял вот эту вот фразу из благородной мафии. То есть получается у нас Марло Брендо, он, знаете, он вроде как мафиозник, но такой, за справедливость. Такая прям справедливая мафия. Исходя из разговоров, мы можем понять то, что Санчес — это самая несправедливая мафия. Ему плевать на то, кого использовать, какую силу использовать, поэтому он переманивает в свою банду даже детей. Так, на всякий случай, могу ли я с кем-то все-таки еще поговорить, Марло? О, ты бы знал, сколько сил отнимает эта работа. Но семью все-таки всем нужно кормить. Я предпочитаю кормить ее вкусно. Да уж. Ну хорошо, ладно, если выбирать если выбирать меньшее зло, пока что Марло Брендо звучит убедительно. Но опять же, это говорит сам Марло. Мы видели, как он говорит с вот этими двумя мафиозниками, которые здесь сидели. Мы уже понимаем, да, он умеет красиво подбирать слова. Возможно, на меня это тоже подействовало, но по поводу Санчеза и того, что он детей принимает в свою банду, это, конечно, жесть. При этом нам надо будет вступить в его банду, чтобы... украсть какую-то информацию, возможно, просто подбить репутацию этой банды и, возможно, даже скинуть Санчеза с верхов. Так, стоп, а может быть я могу вообще с кем-то поговорить? Здравствуйте. Так, тут у нас просто торговля. Нет, поговорить не могу. А с вами, кстати? Мальчик, водочки нам принеси. Мы в фулл хаус летим. Че? Так, ну ладно, мне, по крайней мере, Дилан написал. О, Ло, ну ты, конечно, мощный чел. Я тебе сказал подружиться с Брендо, а не становиться его главной пешкой. Ладно, впрочем, как мы знаем из правил, если пешка доходит до конца доски, она становится ферзем. Не зря все-таки меня Карл учил в шахматы играть. Ай, как думаешь, это нормально, что мне не хватает по утрам его заунывных призывов в универ? Это нормально, Дилан, это нормально. Честно говоря, мне тоже. Так, ладно, окей, получается, все дела, которые мы сейчас ведем с Марло Брендо, это только мои личные дела. Ричарду ничего нельзя рассказывать, ничего. Это важно. Кстати, а ведь знаете что? Получается, никто, кроме Ричарда, не знает о том, что у меня в телефоне есть Дилан. То есть даже Марло Брендо об этом не знает. Значит, завтра мне будут даны новые вещи. Я наконец-то переоденусь, да? Короче, раз уж у нас сейчас свободное время, напомню, что у нас есть свободный род деятельности, а именно курьерство. Так, улица Ричмонда 7П, 2-й проспект Харриса. Красный — это куда сдать, а синий — это откуда забрать. Боже мой, и это прямо у мафии, прям так близко было. Здравствуйте. Забираем посылку номер 2. И, кстати, погоди, а я могу взять еще один заказ? Да, я могу сразу 2 брать. Только это плохая идея, мне кажется. И мне нужно сдать этот другой до скольки? Так, улица 16:58. Это всего час. Мне даже на первый заказ дали больше времени, пипец. Переулок Лысый, а переулок Лысый, по-моему, это посылка номер 5, да? Вот, возьмите. Ой, можно было бы и побыстрее.
Я старался. Во всяком случае, баблишко мы заработали, а именно 450 и 450. Окей, я уже более-менее научаюсь пользоваться этими автобусами. То есть вот иногда на них катаюсь и вроде как, ну да, справляюсь. Вот, допустим, прямо сейчас я захожу сюда, проверяю, куда я могу поехать. И мне нужен, допустим, вот, проспект Харриса. Это там, где я живу. Невероятный круиз до следующей остановки стартует! Благодарю, и в итоге... Да, это то самое место, где я живу. Вон мой дом. Супер. Проспект Харриса, это данная локация. Ух, как много тут людей-то. Здравствуйте. Господи, здравствуйте. Почему никто не предупреждал меня, что работать это так трудно? Сейчас бы лимонадику холодненького. Но у меня вообще никаких сил тащиться в магаз. Зачем я зарабатываю деньги, если у меня нет сил их тратить? Я понял. Не волнуйся, Ричард, сейчас все будет. Бедняга Ричард впервые поработал фулл день. О май гад. Блин, я только что был в магазине. Так, получается купить лимонадику. Арт это нормально? 129 стоит. Я тоже сегодня запыхался, у меня много работы было. И очень много эмоциональных страданий. Вот, возьми. О, чувак, ты реально сгонял в магазин ради меня? Спасибо. А пожрать что-нибудь купил? Ты издеваешься? Дать тебе поесть, я даже не знаю что. Ну, чего-то такого слабенького. Сейчас я картошечку пожарю. Ох, сейчас такое пожарю. Он ведь самое главное реально ждет. Он смотрит на меня. Так, вот печеный картофель, на. О, обалдеть, вот это забота. Как же круто жить с другом, а не с родителями. Ой, родители. Интересно, как они там? Ну... Ты частенько о них вспоминаешь, на самом деле, я вот что заметил. Так, ладно, ты, короче говоря, кушай. Поговорить можем? Поговорить не можем. Здесь у нас ничего не изменилось. Картошечку забираем. Что ж, дамы и господа, давайте еще раз по иерархии. Марло Брандо, потом Санчес, потом Розенталь и после этого Евсей. Если верить Дилану, если верить самому Марло Брандо, то он самый благородный из мафии, поэтому пока что он мне симпатизирует. А учитывая то, что он имеет большой вес в этом городе, и мы можем с помощью него выполнить тот самый план по автоматонам, по возвращению Дилана и все такое, нам нужен этот Марло. А возможно даже Евсей, который очень много инвестирует в науку и в автоматонов. Об этом мы тоже еще успеем позаботиться, я уверен. А на этом мы будем постепенно заканчивать. Курьер Лолошка принес вам хорошую серию, и курьер Лолошка забирает вашу посылку в виде хороших лайков и подписок. Очень надеюсь на вас. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. Спасибо большое вам за вашу поддержку. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами был Лолошка и членство в клубе мафии. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.